Совсем маленький щенок, спотыкаясь от усталости, упрямо тащил в зубах кусок хлеба. Ветер валил его в снег, но он вставал и полз дальше, километры по ледяной пустыне. Пожилой смотритель маяка Макар Петрович уже несколько дней наблюдал за этой странной картиной. В поселке на самом краю севера этого малыша подкармливали возле местного магазинчика. Вот только щенок никогда не ел сам. Он отхватывал самый большой кусок хлеба, разворачивался и уходил прочь от теплого жилья, прямо в продувательную тундру, где, казалось, и выжить-то невозможно. Макару Петровичу было под 70, на своем веке он видел всякое, и застрявшие во льдах корабли, и людскую глупость, и жестокость севера. Но такое упорство у мелкого беспородного пса замечал впервые. Лапы у того дрожали, ветер сбивал с ног, а он все равно цеплялся зубами за хлеб и упрямо шагал куда-то в сторону заброшенных построек. На следующий день все повторилось. Около магазина малыша попыталась прикормить молодая медсестра Ирина. Да щенок даже не подошел. Глянул только своими пуговками, будто у него дело было куда важнее собственной сытости. Местный механик Олег только хмыкнул тогда. Мол, брось, на севере жалость только вредит, сам подохнет. А к вечеру поднялась лютая метель. Термометр упал за -30. Дед Макар понял, в такой буран щенку на улице конец. Впервые за много лет стариковский гонор уступил место тревоге. Он оделся и вышел прямо в белую тьму. Возле закрытого магазина он случайно столкнулся с Ириной. Та тоже не смогла сидеть дома. А через сотни метров к ним примкнул и Олег. Бурчал, конечно, что дураки они все и ищут кости в снегу, но фонарь из рук не выпускал. Они шли почти вслепую, перешагивая через сугробы и ориентируясь лишь по памяти. И когда казалось, что поезд безнадежен, сквозь вопль ветра донеслось тоненькое скуление. Звук шел из полуразрушенного деревянного сарая. Олег плечом выбил примерзшую дверь. Макар Петрович посветил внутрь. В углу на соломе лежала замерзшая собака. Она закоченела, свернувшись калачиком и закрывая собой от мороза двоих совсем крошечных щенков. Они еще дышали. А прямо над ними стоял тот самый малыш. Дрожал всем телом, еле держался на ногах. А у морды мертвой матери лежал тот самый кусок хлеба. Он таскал его сюда каждый день. Бедный пес просто не понимал, что мать уже не проснется. Он делал то, что мог, пытался ее накормить. В сарае стала звенящая тишина. Даже злой на язык Олег молча сжал челюсти. Ирина тут же расстегнула куртку, подхватила живых крох и прижала к себе, чтобы отогреть. Дед Макар снял шапку перед погибшей собакой, а Олег молча нагнулся, поднял обессилевшего малыша, сунул его глубоко за пазуху своего тулупа и проворчал: «Ну все, шагаем назад, а то и нас тут присыплет». Дорогу обратно до поселка они едва помнили, слишком сильно замерзли. Но в ту ночь что-то незаметно треснуло в каждом из них. Прошло полгода. Ирина так и не уехала из поселка, передумала. Олег стал заметно мягче и спокойнее, а спасенный щенок, которого назвали Бураном, теперь вырос с крепыша и не отходил от него ни на шаг. А Макар Петрович иногда рассказывает эту историю тем, кто заезжает на маяк, без лишней драмы и красивых слов, просто как факт. Иногда даже самый маленький и слабый способен на такую верность, перед которой отступает сама смерть.